Первый вагон прошел мимо наблюдателя, стоящего на платформе за 1 секунду, а второй за 1,5 секунды. Длина вагона 12 метров, а найти ускорение поезда и скорость в начале наблюдения. Так известно, что длина вагона равна 12 метров. Первый вагон прошел мимо наблюдателя за 1 секунду, второй вагон прошел за 1,5 секунды. Найти ускорение поезда и скорость в начале наблюдения. P0. Судя по тому, что второй вагон прошел медленнее, получается, скорость замедлял свое движение. Ускорение тут уменьшает скорость. Поэтому рисуем две картинки движения этого поезда. Первый вагон прошел 12 метров за 1 секунду, второй вагон прошел свои 12 метров за 1,5 секунды. Можно написать уравнение движения этого вагона. Это тот путь, который он прошел. S1 равно V0, скорость у него, которая была, умножить на T1, это первый, на 1 секунду, и прибавить ускорение на первый квадрат, деленное на. Нам известно только 1 секунда здесь. Что касается второго вагона, то он прошел двойной путь за 2,5 секунды. Соответствующим ускорением мы можем сказать о том, что L1 плюс L – это длины вагонов, L1 плюс L1 равно тоже V0, но только время t у нас будет t1 плюс t2, плюс a, что множится на t1 плюс t2 в квадрате, деленное на 2L. Это получается 24 метра. Здесь у нас получается 12 метров. Давайте подставим то, что есть, и посмотрим, что у нас получится. Итак, это первое уравнение у нас получается, это второе уравнение. Первое уравнение 12 метров равно V0 измеряется в метрах за секунду, множится на t 1 секунду. Секунды сократились, это будет у нас в метрах. Второе уравнение 1/2, напишем. А измеряется в метрах за секунду в квадрате и множится на 1 секунду в квадрате. Квадрат этот сократится, то есть это тоже подходит. На звезде все эти члены будут метры. Пока. Можно записать, что 12 равно V. Можно писать 1 секунду, не писать. Плюс 1/2, А тоже у нас будут метры. Теперь другое уравнение, которое у нас есть. Можно это все свести к общему, убрать знаменатель, чтобы не было. Умножим все на двойку, будет 12, что множится на 2, равно V0, что множится на 2, и плюс А. Поэтому запишем его как 24 равно 2V0 плюс А. Теперь давайте посмотрим, что будет с вторым уравнением вот этим, которое проходит второй вагон. Поскольку он проходит двойное расстояние, получается 2 умножить на 12 метров равно V0. T1 плюс T2 это будет сколько? 2,5 по времени. T1, вот это T1 плюс T2 будет равно 2,5 плюс А, поделенное на 2, что множится на 2,5 в квадрате. Давайте посмотрим, что у нас получается здесь по размерам. 24 метра равно V0 метрах за секунду. Это получается время 2,5 секунд сократились, плюс 1/2 А, это метры за секунду в квадрате. А здесь квадрат будет, тут же тоже секунды. Поэтому у нас будет 6,25 секунд в квадрате. Секунды их сократились, и получились метры в уравнении. Давайте это перепишем, чтобы оно было более наглядно. Так, 24 равно 2,5 на V0 плюс А множится на 1/2 и множится на 6,25. Можно убрать эту 1/2, чтобы она нам не мешала, домножить все члены этого уравнения на 2. То у нас будет 48 равно 5V плюс А, что множится на 6,25. Это V0. Первое уравнение вот такое, второе уравнение у нас вот. Давайте их объединим и посмотрим, что с них можно получить. Два неизвестных. Итак, 24 равно 2V0 плюс А. Все это подразумевается в своих величинах, но тут же есть единички, которые мы не пишем, метры за секунду и так далее. Короче говоря, секунды эти все учитываются. Итак, 48 равно 5V0 плюс А, что множится на 6,25. Вот два уравнения. Как можно сделать, например, что если вычислить А, чтобы убрать отсюда V0? Это нужно тогда домножить вот это выражение. Надо нам домножить на 5, чтобы было 10 V0. А здесь домножить на 2, чтобы было тоже 10 V0. Итак, давайте домножим все это уравнение на 5. Получаем 24 на 5 будет 120 равно 10 V0 плюс 5А. Мы домножили вот эти все члены на 5. Теперь вот эти все члены мы домножаем на 2. Итого 48 на 2 96 равно 10 V0 и плюс А. 6,25 множим на это будет сколько? 12,5 А. Напишем 12,5, что множится на А. И теперь мы можем провести операцию первое уравнение, отнять второе уравнение. Отнимаем левые части. 120 минус 96. Сколько будет? Будет 24 равно. Это все со знаком минус идет. Поэтому 10 и минус 10 будет 0. И 5А минус 12,5А. А у нас будет равно 24 равно минус 7,5А. Отсюда А равно 24 делить на 7 и 5 со знаком минус. Это будет равно минус 3,2 метра за секунду в квадрате. Мы получили значение ускорения со знаком минус. Это
говорит о том, что происходит процесс торможения. Реально поезд замедляет свой путь. Теперь v нулевое можно легко найти. Как? Например, из вот этого даже. Или вот с этого выражения. Или с этого. Без разницы. Давайте его найдем с этого выражения. Напишем так, что 12 равно v нулевое плюс а, что делится на 2. v нулевое равно 12 минус а, что делится на 2. Подставляем значение v нулевое равно 12, но а там минус 3,2, поэтому тут будет 3,2 делим будет от минус 1/6, да, этот минус, плюс 1,6. Мы получаем 13,6 метров за секунду. Теперь ответ А мы получаем равно минус 3,2 метра за секунду в квадрате. Процесс является равно замедленным. Начальная скорость v нулевое равно 13,6 метра за секунду.